Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем выбирать правильный ответ так, чтобы закончить диалог. Также мы будем выбирать из 4 рисунков тот рисунок, который подходит по смыслу к заданию. На лекции чтения мы будем отвечать на вопросы к тексту, дополнять предложения словосочетаниями и также отвечать на вопрос, о чем говорится в тексте. 보기 안녕히 계세요. В этом задании нам нужно закончить диалог. Давайте переведем на русский язык. 안녕히 계세요. До свидания, но в том смысле, что хорошо вам оставаться. Если человек вам говорит «хорошо вам оставаться» или «до свидания», что бы вы ответили? Давайте посмотрим на 4 варианта предложенных ответов. Номер 1. 들어오세요. Входите, пожалуйста. Номер 2. 어서 오세요. Добро пожаловать. Номер 3. 안녕히 계세요. До свидания, хорошо оставаться. И номер 4. 안녕히 가세요. До свидания, в том смысле, как хорошего пути. Итак, нам сказали 안녕히 계세요. До свидания, но в том смысле, что хорошо оставаться. Это означает, что человек уходит и вам желает как бы хорошо оставаться. До свидания, говорит. На это нужно ответить 안녕히 가세요. То есть вы должны пожелать собеседнику хорошего пути. 정답. Правильный ответ номер 4. 안녕히 가세요. 5번 휴가 잘 다녀오세요. Давайте переведем на русский язык. 휴가 잘 다녀오세요. Хорошего вам отпуска. Если вам пожелали хорошего отпуска, что бы вы ответили? Давайте для этого посмотрим на 4 варианта предложенных ответов. Номер 1. 고맙습니다. Спасибо. Номер 2. 괜찮습니다. Ничего. Номер 3. 축하합니다. Поздравляю. И номер 4. 그렇습니다. Да, это так. Если вам пожелали хорошего отпуска, наверное, вы ответите «спасибо». 정답. Правильный ответ номер 1. 고맙습니다. 6번 수미 씨에게 말씀 좀 전해주세요. Давайте переведем на русский язык. 수미 씨에게 말씀 좀 전해주세요. Передайте, пожалуйста, эти слова 수미. Итак, 4 варианта ответов. Номер 1. 네, 부탁합니다. Да, прошу вас. Номер 2. 네, 알겠습니다. Да, хорошо. В том смысле, что да, я поняла, хорошо. Номер 3. 네, 전화 받으십시오. Да, возьмите трубку, пожалуйста. Номер 4. 네, 다시 걸겠습니다. Да, еще раз перезвоню. Итак, нам говорят, передайте, пожалуйста, эти слова суми. Что бы мы ответили? Мы бы ответили, наверное, что да, я передам или да, хорошо. 정답. Правильный ответ номер 2. 네, 알겠습니다. 15번 일어나서 식사하세요. 너무 피곤해요. 조금만 더 잘게요. В этом задании нам нужно выбрать правильный рисунок, который по смыслу подходит к диалогу. Давайте для этого сначала переведем диалог на русский язык. 일어나서 식사하세요. Вставайте и покушайте. 너무 피곤해요. Я очень устал. 조금 더 잘게요. Посплю еще немного. Итак, женщина говорит, вставайте и покушайте. Это означает то, что на нашем правильном рисунке мужчина должен лежать. Если мы посмотрим на 4 рисунка, то на номере 2 мужчина лежит. И дальше мужчина говорит, 너무 피곤해요, я устал, я еще немножко посплю. Это означает, что мужчина остается лежать. И это рисунок номер 2. 정답, правильный ответ 2번. 16번 기타 치는 게 어렵네요. 좀 가르쳐 주세요. 그래요? 그럼 여기 잠깐 앉아보세요. Давайте переведем на русский язык. 기타 치는 게 어렵네요.
сложно играть на гитаре. 좀 가르쳐 주세요. Научите, пожалуйста. Итак, девушка говорит, что она хочет научиться играть на гитаре. Это означает, что, скорее всего, у девушки в руках должна быть гитара. Если мы посмотрим на рисунок 1 и на рисунок 3, то у девушки там есть гитара. Дальше мужчина отвечает: да, тогда сядьте сюда, пожалуйста. То есть он должен указывать на то место, где можно сесть. Значит, там должен быть стул. И если мы посмотрим на рисунок 3, как раз на нем у девушки есть гитара, а мужчина показывает на стул. 정답. Наш правильный ответ номер 3. В этом задании нужно ответить на вопросы к тексту. Давайте для этого переведем сначала текст на русский язык. 우리 회사 지하에는, у нас в офисе на нижнем этаже, 운동하는 방, комната для занятий спортом, 책 읽는 방, комната для чтения, 낮잠을 자는 밤, комната, где можно поспать, 이야기하는 방이 있습니다. И комната для разговоров есть. Получается, у нас в офисе на нижнем этаже есть комната для занятий спортом, комната для чтения, комната, где можно поспать днем, и комната для разговоров. 이 방들은, эти комнаты, 점심시간에만 문을 엽니다. Открыты только во время обеда. 우리 회사 사람들은, работникам нашего офиса, 이곳을 좋아합니다. Эти комнаты нравятся. 이 방에 가고 싶은 사람들은 기억, 바로 지하로 갑니다. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, 기억, сразу идут на нижний этаж. 식사 후에 짧은 시간 동안, после того, как покушают, в короткий период времени, 하고 싶은 것을 할 수 있기 때문입니다. Потому что можно делать все, что хочешь. Или потому что после того, как покушают, в короткий период времени, или можно перевести как в оставшееся от обеда время, можно делать все, что хочешь. Давайте посмотрим для начала на лексику этого текста. Итак, 지하. 지하 переводится как подвал, но в корейских зданиях очень часто нижние этажи, то есть 지하, подвалы, используются как жилые помещения. Поэтому в этом случае лучше перевести как нижний этаж или комната на уровне земли. Также в корейском языке есть такое слово как пан지하. Это означает, что комната наполовину на уровне первого этажа, а половина уходит или как бы на уровне земли, то есть уходит под землю. Такие комнаты тоже жилые, часто они бывают на самом нижнем этаже, и поэтому их лучше переводить также нижний этаж. Также есть такое выражение, как 밥을 먹는다, кушать, а есть такое выражение, как 식사를 한다. По-русски переводится одинаково кушать, но 식사 — это более вежливое слово. Обычно употребляется в формальной речи, либо когда мы говорим о человеке намного старше нас. Теперь давайте перейдем к заданию. В этом задании нам нужно из 4 вариантов выбрать правильный вариант, который подошел бы ко смыслу, предложению и закончил бы его. Предложение было таким. 이 방에 가고 싶은 사람들은 기억, 바로 지하로 갑니다. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, 기억, сразу идут на нижний этаж. Итак, здесь должно быть выражение, которое характеризует, какие люди или после какого действия они идут на нижний этаж. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 책을 읽고 читают и. Номер 2. 잠을 자고 спят и. Номер 3. 일을 하고 работают и. Номер 4. 밥을 먹고 кушают и. Итак, это предложение у нас люди, которые хотят пойти в эти комнаты, сразу идут на нижний этаж. Помните, в тексте говорилось, что эти комнаты открыты во время обеда. То есть люди, которые хотят попасть в эти комнаты, должны покушать, а потом пойти на нижний этаж.
정답 – это и есть как раз номер 4, наш правильный ответ. 밥을 먹고 кушают и. И получается такое предложение. 이 방에 가고 싶은 사람들은 밥을 먹고 바로 지하로 갑니다. Люди, которые хотят пойти в эти комнаты, кушают и сразу идут на нижний этаж. Второе задание к этому тексту – это нужно найти правильный ответ, а именно предложение, которое подходит по смыслу к тексту. Для этого, для начала, давайте определим ключевые слова. Ключевые слова будут такими. 우리 회사 지하, в офисе на нижнем этаже. 운동하는 방, комната для занятий спортом. 책을 읽는 방, комната для чтения. 낮잠을 자는 방, комната, где можно поспать днем. 이야기하는 방, комната для разговоров. 점심시간에만, то есть эти комнаты только во время обеда. 사람들은 좋아합니다. Людям, или в нашем случае в этом тексте были работникам, эти комнаты нравятся. 밥을 먹고 кушают и 지하로 갑니다. Идут на нижний этаж. Почему они туда идут? Потому что 하고 싶은 것을 할 수 있기 때문에. Потому что могут там делать то, что хотят. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 우리 회사 식당은 지하에 있습니다. Столовая нашего офиса находится на нижнем этаже. Номер 2. 우리 회사에서는 낮잠을 잘 수 없습니다. В нашем офисе нельзя спать днем. Номер 3. 우리 회사 지하에 있는 방은 인기가 많습니다. В нашем офисе пользуются спросом комнаты на нижнем этаже. Номер 4. 우리 회사 사람들은 저녁에 지하에서 운동합니다. Работники нашего офиса занимаются спортом вечером на нижнем этаже. Из ключевых слов мы помним, что комнаты открыты только во время обеда. Значит, занимаются ли там вечером спортом, мы не знаем. Также в этих комнатах можно спать, там есть комната для сна, поэтому номер 2 неверный. И также столовая находится на нижнем этаже. В тексте не было сказано, где находится столовая. 정답. Значит, правильный ответ номер 3. 우리 회사 지하에 있는 방은 인기 많습니다. В нашем офисе пользуются спросом комнаты на нижнем этаже. Давайте переведем на русский язык. 저는 목소리가 아주 큽니다. У меня громкий голос. 작게 말하려고 하지만 Я пытаюсь говорить тише, но 제 목소리는 мой голос 다른 사람보다 큽니다. Громче по сравнению с другими людьми. 그래서 поэтому 많은 사람들이 многим людям 제 목소리를 싫어합니다. Мой голос не нравится. 그러나 우리 할머니는 моей бабушке 제 목소리를 아주 좋아하십니다. Мой голос очень нравится. 할머니가 기억 때문입니다. Так как моя бабушка 기억. 그래서 поэтому 저는 시간이 날 때마다 я, как появляется время, 할머니 댁에 가서 иду к бабушке домой и 책과 신문을 읽어드립니다. И читаю ей книги и газеты. Давайте посмотрим на лексику текста. Итак, 목소리가 크다, 목소리 – голос. 크다 означает большой, но на русский язык мы переводим как громкий голос. 목소리가 작다, 목소리가 голос, 작다 – маленький, но по-русски мы переводим как тихий голос. 싫어하다 переводится как ненавидеть, но часто на русский язык в тексте мы переводим просто как не нравится. Также было слово «тек». «Тек» – это тип, дом. Переводится одинаково, но когда мы говорим о друге или подруге, мы можем сказать «친구의 집». Но когда мы говорим о доме человека, который старше нас, который там живет, или учитель, или это человек, которого мы уважаем, то нужно сказать «тек». Переводится как «дом», но различие в том, насколько мы уважаем человека или насколько это официальный язык. Давайте теперь немножко посмотрим на грамматику. У нас была такая грамматика «темада».
때마다. Переводится как каждый раз как, либо когда что-то происходит, и можно дальше дополнить предложение, когда я что-то делаю. Допустим, каждый раз, когда идет дождь, и дальше мы дополняем, я делаю, допустим, то-то, то-то, пью чай. Теперь давайте посмотрим, как это будет звучать на корейском языке. Итак, каждый раз, 때마다, идет дождь, 비가 오다, прибавляем к глаголу 오다, 을, и получается 비가 올, каждый раз, 때마다, 비가 올 때마다, получается каждый раз, когда идет дождь, или каждый раз, когда я читаю книгу, либо можно сказать, когда я читаю книгу, допустим, я успокаиваюсь. Теперь давайте посмотрим. Книга, 책, читать, 읽다, и каждый раз, либо когда, 때마다, получается 책을 읽을 때마다, когда я читаю книгу, либо каждый раз, когда я читаю книгу. В этом задании нам нужно закончить предложение. Предложение было таким. 할머니가 기억 때문입니다, так как моя бабушка и 기억. Это предложение короткое, поэтому давайте сразу же посмотрим на предыдущее предложение. Оно было таким. 그러나 우리 할머니는 제 목소리를 아주 좋아하십니다. Но моей бабушке мой голос очень нравится, так как моя бабушка, и дальше нужно по смыслу выбрать правильный ответ. Давайте посмотрим на 4 варианта. Номер 1. 말씀을 잘 안 하시기, мало говорит. Номер 2. 듣는 것을 좋아하시기, нравится слушать. Номер 3. 말씀하는 것을 좋아하시기, нравится говорить. Номер 4. 작은 소리를 잘 못 들으시기, не слышит тихие звуки. Итак, бабушке нравится громкий голос. Почему? По смыслу нам подходит 정답 номер 4, так как она не слышит тихие звуки. И у нас получается такое предложение. 할머니가 작은 소리를 잘 못 들으시기 때문입니다, так как моя бабушка не слышит тихие звуки. Чтобы выбрать правильный по смыслу вариант ответа, давайте сначала выделим ключевые слова. Ключевые слова в этом тексте будут такими. 저는 목소리 큽니다. У меня громкий голос. 사람들이 제 목소리를 싫어합니다. Многим людям мой голос не нравится. 그러나, но, 할머니, бабушка 좋아하십니다. Нравится, ей нравится мой голос. Почему? 작은 소리를 잘 못 들으시기 때문입니다, так как бабушка не слышит тихие звуки. И дальше 저는, я, 할머니 댁, бабушки домой, 가서, иду и, 책과 신문을 읽어드립니다, и читаю ей книги и газеты. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 저는 할머니와 같이 살고 있습니다. Я живу с бабушкой. Мы знаем, что это неверно, потому что этот человек ходит к бабушке по ключевому слову тогда, когда у него есть время. Номер 2. 제 목소리를 좋아하는 사람들이 많습니다. Многим людям нравится мой голос. Тоже неверный ответ, потому что ключевое слово было «не нравится голос». Номер 3. 우리 할머니는 큰 목소리를 좋아하십니다. Моей бабушке нравится громкий голос. Это так и есть. Бабушка плохо слышит, поэтому ей нравится громкий голос. Номер 4. 사람들은 보통 제 목소리를 잘 못 듣습니다. Люди обычно плохо слушают мой голос, что означает, что они плохо слышат голос. Это неправда, у человека громкий голос, и людям он просто не нравится. 정답, значит правильный ответ номер 3. 우리 할머니는 큰 목소리를 좋아하십니다. Давайте переведем на русский язык. 우리 동네에는 웃음 극장이 있습니다. В нашем районе есть театр смеха. 저는 힘들 때마다, каждый раз, когда мне тяжело, 이 극장에 갑니다. Я иду в этот театр. 이곳에 가면 재미있는 공연을 볼 수 있기 때문입니다. Если мы видим 때문입니다, переводим с конца предложения. Получается, потому что, если туда пойти, что можно сделать? 재미있는 공연을 볼 수. Можно увидеть интересное представление. 그런데, но, 이 극장은, этот театр,
들어갈 때, когда заходишь, 돈을 내지 않고 не платишь, 나갈 때 돈을 냅니다. А платишь тогда, когда выходишь. 이 극장에는 카메라들이 있어서 в этом театре стоят камеры и 사람들의 웃는 모습을 찍습니다. снимают, как люди смеются. 크게 많이 웃으면, если смеешься громко и много, 돈을 적게 내고, то платишь мало. 적게 웃으면, если смеешься мало, 돈을 많이 냅니다. то платишь много. 기억, 사람들은 люди 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. пытаются много смеяться. Давайте закончим предложение из 4 вариантов. У нас было предложение таким. 기억, 사람들은 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. 기억, люди там пытаются много смеяться. Но давайте посмотрим также на предыдущее предложение, чтобы понять смысл. Предыдущее предложение было таким. 크게 많이 웃으면 돈을 적게 내고, если смеешься громко и много, то платишь мало. 적게 웃으면 돈을 많이 냅니다. Если смеешься мало, то платишь много. И дальше было предложение 기억. Люди там пытаются много смеяться. То есть у нас 2 предложения, и их нужно связать. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 그러면, тогда. Номер 2. 그리고, и. Номер 3. 그러나, но. И номер 4. 그래서, поэтому. В наших 2 предложениях есть такой смысл, что если смеешься мало, платишь много, если смеешься много, то платишь мало. И дальше предложение «люди пытаются много смеяться», то есть люди пытаются много смеяться, чтобы мало заплатить. То есть это предложение объясняет предыдущее предложение, значит связывается с словом «поэтому». 정답. Правильный ответ номер 4. 그래서, поэтому. И наше предложение будет звучать так. 그래서 사람들은 이곳에서 많이 웃으려고 합니다. Поэтому люди там пытаются много смеяться. Чтобы ответить на следующее задание, давайте выделим ключевые слова. Итак, ключевые слова текста будут такими. 우리 동네, нашем районе, 웃음 극장 있습니다. Есть театр смеха. 힘들 때, когда тяжело, 갑니다, иду, то есть я иду туда в театр. 재미있는 공연 볼 수 있기, так как можно увидеть интересное представление. 나갈 때 돈을 냅니다. платишь тогда, когда выходишь. 카메라들이 웃는 모습을 찍습니다. камеры снимают, как люди смеются. 많이 웃으면 돈을 적게 내고, если смеешься громко и много, то платишь мало, и наоборот. 사람들 많이 웃으려고 합니다. Люди пытаются много смеяться. Итак, давайте посмотрим на 4 вариантов ответов. Номер 1. 저는 웃음 극장에서 공연을 준비합니다. Я готовлю представление в театре смеха. Это не так. Человек туда ходит тогда, когда ему тяжело. Номер 2. 저는 기분이 좋으면 웃음 극장에 갑니다. Когда у меня хорошее настроение, я иду в театр смеха. Это тоже не так. Когда человеку тяжело, он идет в театр смеха. Номер 3. 웃음 극장에서는 사람들의 사진을 찍습니다. В театре смеха фотографируют людей. Но давайте еще посмотрим на номер 4. номер 4. 웃음 극장에서는 사람들에게 돈을 받지 않습니다. В театре смеха не берут деньги с людей. Но это не так. Деньги берут, но тогда, когда люди выходят. Значит, правильный ответ 정답 номер 3. 웃음 극장에서는 사람들의 사진을 찍습니다. В театре смеха фотографируют людей. Сегодня на лекции аудирования мы с вами смогли продолжить диалог, выбрав правильный ответ из примеров, и также потренировались, как определить правильный рисунок к диалогу. Чтобы определить правильный рисунок, нужно определить, какие детали диалога нам указывают на верный рисунок. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным вариантом.
Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста, ища ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и главный смысл. Спасибо и всего вам хорошего.